В общем, ребята, такая история. У меня в соседнем огороде похоронен человек. Сосед решил похоронить своего отца в чужом огороде. Не в своем, а в чужом. Заявление писать он не хочет, а эта могила находится прямо напротив моего дома. Поэтому, естественно, этим всем придется заниматься мне. Звонила в МЧС. В МЧС сказали, это не к нам. В итоге друг на друга все кидают. Мне удалось найти номер человека, который подсказал, что делать. Нужно ехать на Володарское шоссе 23А, по-моему. В общем, это морг сейчас. Там писать заявление и ждать, пока приедут эксгумировать тело. Вот здесь у соседей в огороде другой сосед решил похоронить своего отца. Никто здесь не убирает, могила полностью уже заросла. «29 июля мы приехали в городской морг написать заявление на эксгумацию тела. Я рассказываю свой опыт. Рассказываю для того, чтобы было меньше фейков. Сразу скажу, что, как видите, 29 июля трупы на улице на территории морга не лежат, как мне некоторые писали. И за эксгумацию ни я, ни родственники умершего не заплатили ни копейки. Все это сделали бесплатно. Только что мы написали заявление на эксгумацию тела. Очереди не было совершенно никакой. Добрый мужчинка такой нам все рассказал, под кондиционером сели, написали, все объяснил, сказал, что все будет бесплатно, взяли заявку, взяли номер телефона. Сказал, что в течение недели, может быть месяца, может быть больше, все это будет происходить. Ну, запах на территории, я скажу вам, так себе. Не морской бриз. Ну, не морской бриз, да. Трупов там уже нет. Ничего на улице не лежит. В общем, приехала служба, тело эксгумировали. Все хорошо, все отлично. Теперь напротив нас нет могилы. Только что на Карпинского получила хлебушек бесплатный. Помощь жителям. Приятненько. Хлеб выдают всем. Просто подходишь и берешь хлеб. Тот, кто в нем нуждается, без паспортов, без документов, просто подходишь и берешь. Красивый, аппетитный какой. Нормальный, свежий, вкусный хлеб. Сегодняшний даже, по-моему, да? Утром с хлебозавода еще. Класс. Это городская больница номер 2. И здесь, я так понимаю, висит паспорт объекта. Капитальный ремонт поликлиники больницы номер 2. Заказчик, застройщик, подрядчик. Начало строительства и окончание строительства. Конец 2022 года. Вот такая вот красота планируется. По улице Латышева сейчас сносят дома. Потому что они были, прям очень в плохом состоянии. Вам интересно посмотреть на сгоревшую военную технику? Сейчас покажу. И видим сгоревшую технику, машины и детей, играющих в волейбол.
Идем. А вон дом ремонтируют, уже крышу ложат. Угу. Новый шифер, вон видно прям. Так что же это, БТР? Максимально деликатный максимально ребус. Настоящие военные, да, настоящие мужчины никогда не будут прятаться в детских школах, правда? Да, опознавательных знаков нету ни на чем, все сгорело. Анны, подожди-ка. Додаткова інформація. Зберігання при температурі 0,25, відносній вологості не вище 75, не менше 22 місяців. Вот номер. На иностранном что-то. Это номер военный. Черный был. БТР 3М. Слушай, ну это не точно. Я ж не могу быть уверенным. Мои знания, комментаторы мои знания в военной технике просто уничтожают, помножают на ноль. Я не могу быть уверен. Из-за чего мое мнение такое? Во-первых, техника колесная. То есть техника колесная, боковых десантных люков нет. И пушка стоит какая-то, не крупнокалиберный пулемет, а стоит какая-то убер-пушка. Я так понимаю, что это украинская модификация, вот это БТР-3М, БТР-4М. Как она работает, я не знаю. Пушка, вот она. Вырвала ее, выкинула. Взорвала, видать, боекомплект. Даже форма Снимай отсюда. еще лежит. Вот они, десантные люки. Это БТР-3М. Вся эта техника стоит во дворе школы. Окна поставили, школа застеклена. Школа номер 42. Частично уже застеклили окна. Ну, в основном везде. Тут буквально пару окошек осталось застеклить. Паспорт объекта. Минстрой России. Ремонт школы номер 42. Начало строительства 2 квартал 2022 года. Окончание строительства 3 квартал 2022. То есть... Тут надо сказать, что окончание строительства планируется завтра. А я думаю, до завтра вряд ли успею. В общем, у нас дождь в Мариуполе. Мне пришлось поменять свое обычное место сидения, потому что там немножечко слегка капает. Можно зубы чистить. Тима уже тоже мокрый весь. Ему уже тоже досталось. Не, у меня сейчас основная пойдет дальше. Что, мы купили герметик. Мы сейчас с Тимой находимся на парковке бывшего магазина Метро. Здесь я провожала своих родителей. Они уезжали
из Мариуполя на автобусе для беженцев. Грустно очень было, очень много людей уезжало. Все прощались, расставались. Тысячи людей отсюда уехали в Россию в качестве беженцев. И десятки тысяч людей получали здесь ежедневно гуманитарную помощь, которая помогла им выжить этой зимой. На данный момент здесь гуманитарную помощь не раздают. Сейчас здесь магазин «Галактика». Это магазин стройматериалов. Наконец-то у нас открылся большой магазин стройматериалов. Вот мы приехали на разведку. На весь город и банкоматов. Раз, два, три, четыре. И 4 банкомата или 5 на весь город. Это нормально вообще? Здесь на парковке есть столб, и здесь написаны, люди пишут, ищут своих родственников, знакомых, оставляют записки Давайте я потом после с надеждой вашего сразу попробую. на то, что это увидят. В общем, магазин находится на улице. Межкомнатных дверей, к сожалению, нет. Это то, что мне очень нужно. Гипсокартон, смотри, 360 рублей. Пиво мы почем брали? А мы брали дороже. На 15 рублей. Дешевле? Мы брали дороже. Ну, здесь дешевле, да? Да. Ну, а гипсокартон мы по 390 брали рублей. А здесь 360. Блин, вот это, конечно, обидно. Открылись бы они на месяц пораньше. Этот вообще 330. А, ну это десятка. А мы брали 12, по-моему. Да, мы брали вот этот. Разница, да? Обалдеть. 400 рублей на листе. Слушайте, как обидно. У нас ОСБ обошелся именно девятка в 950 рублей за один лист. А здесь 590 рублей. И плюс по городу мы не могли найти 12 миллиметров. Мы искали везде. Ай, как обидно. 40, Сколько мы переплатили? 40 рублей дешевле. Угу. А этот на 30 рублей дешевле. Обалдеть. Шифер. Ну вот единственное, шифер мы брали за 330, здесь 332 рубля. Ну, разница небольшая. Ну ты же учти. Пенопласт 200 рублей за штуку. Ну, пена монтажная 300 рублей. Ну, аж разно. Аж может отличаться. Мне нужен будет пенополистирол для откосов, кажется. Да? 260 рублей за штуку. Ну это уже, наверное, с дверями вместе. Задержка такого ничего нет.
Ну, здесь немножечко обогреватели, печки. химия, да, продается. Что надо. Обогреватели, Что здесь пойдем? генератор, цемент. 180, мы брали по 230. Мгм. Песок. Плитка. А мне надо на фартук в кухню. Ну такая. Ну да, тут видишь один вид. Не супер. Обычная белая. А вот что-то еще есть. У меня же такая на кухне. Печальная. Наконец-то в Мариуполе открылся нормальный магазин стройматериалов с нормальными, адекватными ценами. Мы, к сожалению, уже подходим к завершению ремонта. Накупили кучу уже и гипсокартон, и ОСБ. Тут это все намного дешевле. И я действительно советую мариупольцам, те, которые сейчас делают ремонт, здесь все намного дешевле. У вас есть возможность прекрасно сэкономить. Единственное, конечно, я очень надеялась, что Галактика будет внутри помещения метро, потому что мне нужны были и линолеум, и межкомнатные двери. Но всего этого нет. Но можно заказать, сделать заказ, и вам привезут то, чего здесь на базе нет. Вот, поэтому думаю, что двери будем заказывать здесь. И по традиции всем спасибо за просмотр. Если досмотрели до конца, значит было интересно. А если интересно, значит нужно поставить лайк и подписаться. Спасибо.